Привет, друзья! Финансовая система Евросоюза дала сбой. Германия, крупный донор Европейского Союза, внезапно тормозит согласование ключевых бюджетных потоков. По данным немецких медиа, команда Мерца наложила вето на перераспределение ассигнований, предназначенных для поддержки южных стран – Греции, Испании и Португалии. Формальная причина – это защита интересов немецких налогоплательщиков, но за этим стоит большее. В правительстве все чаще звучит выражение «дотационный капкан». Берлин недоволен, что платит за всех, а решение принимает Брюссель. В кулуарах немецкого МИД обсуждается, пора пересматривать всю структуру бюджетного централизма. Реакция была мгновенной. Польша открыто обвинила Германию в экономическом шантаже, а Франция в разрушении европейской солидарности. Заявления пошли не только с трибун, но и через утечку дипломатических каналов. Как стало известно журналистам, сотрудники МИД ФРГ вели закрытые консультации с Францией, Австрией, Китаем и Швейцарией. Неофициально в обход Еврокомиссии. Переписка, поступившая в прессу, говорит о переговорах по созданию альтернативных моделей взаимодействия. На этом фоне несколько стран от Венгрии до Италии активизировали переговоры с Берлином. Смысл один. Формируется альтернативный вектор сотрудничества между странами Европейского Союза с упором на национальный суверенитет. На языке дипломатов это уже называют внутренним альянсом бюджетного суверенитета. Думаете, это все? Мерц готовит мощный геополитический реванш, который изменит правила игры. По словам источника, близких к переговорной группе, на форуме в Давосе канцлер Германии выложил стратегию новой Европы без привычной связки с Соединенными Штатами Америки. Берлин стремится к более самостоятельной позиции в международной политике. Концепт назвали просто «континентальное лидерство». В зале представители BlackRock, швейцарских трастов, немецкой промышленной элиты. Как сообщают европейские медиа, финансовые гиганты выразили готовность поддержать усиление Германии как ядра новой политической архитектуры. Но дальше больше. По словам участников встречи, во время закрытого ужина между Мерцем и Трампом возник острый дипломатический эпизод. Американская сторона, по слухам, восприняла речь Мерца как удар по трансатлантическому единству. Делегация Соединенных Штатов Америки покинула мероприятие досрочно, оставив за собой резонанс, который разлетелся по всем политическим каналам. После форума в немецких структурах начали циркулировать меморандумы с заголовками, которые раньше считались невозможными. Германия – центр автономной Европы, технократическая альтернатива американскому влиянию. В стратегических материалах обсуждается усиление координационной роли Берлина по вопросам управления ресурсами. И если раньше об этом говорили шепотом, то теперь слова «суверенитет» и «новый баланс» звучат официально на уровне стратегических записок, аналитических центров и выступлений. Политическая ось сдвигается, и Мерц больше не делает вид, что все идет по старому сценарию. Но на этом Германия не остановится. Готовится новый союз, который взорвет старые альянсы. Речь идет не о поправках или реформах, а о новой геополитической архитектуре, где Германия не просто лидер, а точка сборки нового союза. В центре обсуждения альтернативные подходы к безопасности, финансам и распределению политических полномочий внутри Европейского Союза. Уже идут консультации с Австрией, Швейцарией, Венгрией и Италией. Ставки делаются на страны, которые традиционно сохраняли нейтралитет или были им близки. Их объединяет одно – недоверие к централизации и желание вернуть себе настоящий суверенитет. По данным аналитиков, близких к правительству ФРГ, обсуждается создание параллельной оборонной платформы с собственной структурой командования и правилами участия. Отдельный блок – это финансы. Проект под условным названием «Фискальный суверенитет» уже обсуждается на уровне рабочих групп. Создание своей валютной базы, резервной корзины и инвестиционного механизма вне евробюджета. В документе, утекшем в немецкую прессу, говорится о поиске способов обеспечить стратегическую автономию без выхода из правовых рамок Европейского Союза. То есть, формально оставаясь в составе Евросоюза, Германия может выстраивать более автономную линию принятия решений. Особенно интересна новая формулировка, которую подхватили некоторые немецкие депутаты – мягкая мощь без подчинения.
Это не просто лозунг, это стратегический подход, при котором Германия делает акцент на самостоятельные решения, основываясь на национальных интересах. В аналитических кругах Соединенных Штатов Америки усиливается беспокойство, эксперты отмечают снижение традиционного влияния Вашингтона на европейскую политику. Официально все стабильно, никаких публичных заявлений, никаких дипломатических нот, но за кулисами уже совсем другая атмосфера. По данным источника, близких к Белому дому, в Вашингтоне происходит серия закрытых совещаний по так называемому немецкому вопросу. Тревога, вызванная резким охлаждением диалога по военным тематикам. По неофициальной информации, Германия пока не подтвердила участие в обновленной инициативе в рамках НАТО, и это восприняли не как протест, а как демонстративный сигнал. Особенно болезненно это ударило по оборонному сектору. Пентагон направил запрос о продлении соглашения по базам, включая Рамштайн. Ответа до сих пор нет, официально это техническая пауза, фактически полный стоп. Как сообщают источники, близкие к переговорам, внутри Бундестага уже циркулируют документы с проектами пошагового вывода иностранного военного присутствия. Речь идет не о немедленном уходе, а о трансформации формата, то есть термине, о котором скрывается полное перераспределение контроля. Об этом же говорится и в аналитической записке, подготовленной по запросу одной из парламентских фракций. Германия должна перейти от модели размещения к модели партнерства на своих условиях и по своей инициативе. И вот теперь в Вашингтоне осознали, что привычная схема перестает работать. Берлин не консультируется, не предупреждает, не соглашается. Он действует публично, вежливо, на деле жестко. Риторика больше не совпадает с реальностью, и это первый за десятилетия случай, когда Германия начинает закрывать двери даже перед теми, кто считал их открытыми по умолчанию. На фоне всех этих событий все чаще задают один вопрос: откуда у Фридриха Мерца такая уверенность и смелость? По данным аналитиков, за его действиями стоит не только команда политологов, но и влиятельные фигуры из бизнес-элиты и стратегических кругов. Некоторые аналитики называют их теневыми архитекторами. Это представители высокотехнологичных компаний, крупных концернов и экспертных сообществ. Они предпочитают оставаться в тени, но именно их позиция, как считают эксперты, оказывает серьезное влияние на темп реформ и будущую стратегию. Внутри немецкой элиты начались откровенные разногласия. По информации, полученной из аналитических кругов, часть приближенных Мерца настаивает на дерегуляции, масштабной приватизации. Другая же группа выступает за патриотическую индустриализацию. Это усиление роли государства в стратегических отраслях и защите национальных интересов. Этот конфликт не остался в тени. Внутри коалиции уже идет жаркое обсуждение, которое, по слухам, едва не привело к расколу. Сам Фридрих Мерц оказался в центре противостояния между этими двумя силами, пытаясь удержать баланс и не потерять поддержку. Источники подчеркивают, именно эта внутренняя борьба во многом определяет нынешнюю нестабильность немецкой политики. Самая большая интрига: кто же такой Мерц на самом деле? Лицо проекта, за которым стоит мощная элита, или политик, который начал самостоятельно диктовать новые правила игры? Об этом свидетельствуют данные из недавнего утекшего отчета одного из европейских аналитических центров. Согласно документу, ближайшие месяцы станут решающими. Германия может стать полигоном для глобального эксперимента. Возможно ли пересмотреть роль Германии в евроатлантических структурах, сохранив ее международное влияние? Этот шаг потребует не просто политической воли, но и умения лавировать между союзниками и противниками внутри Европы. Если Мерц действительно решится идти до конца, европейский ландшафт изменится кардинально. Новая карта, новые правила и, возможно, новый порядок, в котором прежние коалиции и структуры утратят свое значение. Источники предупреждают, в этом сценарии Германия может занять ключевую роль в формировании будущей архитектуры Европы, и весь континент почувствует этот сдвиг. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.